Друзья, привет! Я увидела, что тема с примеркой из КОС пользуется большой популярностью, и я очень рада, что набирается больше и больше просмотров на мой обзор первый из КОС, который я делала в Вене, и поэтому я решила сделать второй обзор, поехала для этого в Цюрих, и хочу для вас снова снять что-нибудь из примерочной. В Цюрихе здание КОС занимает бывшее здание банка, что, в принципе, наверное, не так удивительно, судя по тому, что здесь все находится вокруг банковской сферы. И вот такое прекрасное здание с красивыми статуями, обрамляющими вход, это и есть КОС. И, друзья, хотела вам показать, это мужской отдел, но смотрите, я вам рассказывала, что это здание бывшего банка, и смотрите, здесь банковская дверь, она осталась, то есть это дверь от сейфа, это супер классный элемент оформления пространства, хорошо, что они сохранили историческую часть, это просто как невероятное что-то. Сейчас покажу вам, там еще есть ячейки. И вот смотрите, здесь сохранены ячейки, банковские ячейки с номерами, и они продлеваются по всей длине, по всему периметру этого помещения. Где-то маленькие, где-то более крупные. Как вы видите, здесь остались элементы старой архитектуры, старого декора от банка, который здесь был до этого. Это колонны с декорацией, с таким орнаментом. Здесь что-то написано про кредит. Я, конечно, не самый главный человек, который знает немецкий язык, но когда-нибудь обязательно пойму, что здесь написано. Итак, друзья, на мне кожаное платье. Платье, в принципе, может носиться именно как платье как таковое, как на мне сейчас, так и как верхний слой, как такой плащ-тренч. Я взяла 36 размер, потому что мне сначала показалось, что я смогу в него поместиться, но, как видите, здесь, в районе бедер, немного маловат, тянется материал, поэтому я бы взяла, наверное, в идеале 38 размер. Здесь я надела водолазку морковно-алого цвета, что мне очень нравится сочетание черного с красным, такое яркое, активное, и можно так сделать, чтобы торчали манжеты. Будет более интересно. Кожа, выделка здесь безумно хорошего качества. Я рекомендую все кожаные вещи из КОС. И опять-таки это платье, оно достаточно универсальное, потому что может носиться как отдельно, как само платье, так и как верхняя одежда, если вам это необходимо. И внизу на ногах у меня ботинки, грубые ботинки по типу Челси на тракторной грубой подошве. Их я бы вам не рекомендовала, потому что они очень широкие. Во-первых, вероятно, они могут подойти только очень высоким девушкам с достаточно широкой стопой, потому что моя нога здесь прямо болтается, и, как вы видите, на уровне голени идет такое расширение, то есть они не украшают ногу однозначно. И на смену кожаному платью приходят кожаные кюлоты шорты, длиной у меня они чуть-чуть ниже колена. Я взяла 38 размер, и они мне велики, то есть они мне очень велики в талии, но я уверена, что если бы я взяла 36 размер, то они бы просто на меня не сели, то есть достаточно странная модель в плане посадки, но опять-таки все очень индивидуально, нужно мерить с осторожностью при покупке онлайн. И я добавлю сейчас сюда кардиган. Поиграем в комплементарное сочетание цветов. Видите, противоположные цвета красный и зеленый. И что интересно, мне здесь нравятся именно оттенки, то есть это такой морковно-красный и зеленый, отдающий такой в изумрудный цвет. Очень мягкая ткань, очень мягкая шерсть. На 2/3 состоит из натуральных волокон, это альпака и шерсть, и 28% полиамида. Очень приятная к телу, очень приятная по ощущениям, на ощупь вещь, и выполнена в красивом зеленом цвете. Вот, наверное, сейчас лучше всего передается этот цвет.
И на ноги я бы здесь надела что-то более утонченное, потому что у нас получается объем по всей длине, но, к сожалению, в ассортименте на данный момент ничего нет. И я совместила все вместе с этим кожаным плащом. Как видите, как верхняя одежда, он отлично справляется. Что мне здесь нравится, что длина плаща такая же, как и длина самих кюлотов. Они у меня опускаются ниже, потому что, как я уже вам сказала, они мне велики, то есть идеальная их посадка это средняя чуть-чуть вот на талии, но они у меня опускаются на бедра, поэтому, а если поднять, то это просто идеальная длина, они отлично совпадают и хорошо дополняют друг друга. И опять-таки дополнила эти шорты боди. Я его не застегнула внизу, там, где оно должно застегиваться, поэтому оно выглядит здесь немного складками, но если вы выберете боди по своему размеру и застегнете его, то, безусловно, оно не будет такими складками образовываться. Очень минималистичный топ в молочном красивом цвете с вырезом, с актуальным глубоким декольте овальной формы. Красиво смотрится. И мне здесь очень понравился состав. Здесь вискоза, здесь шерсть и чуть-чуть совсем немного искусственных нитей, полиамида и эластана. Очень комфортная боди, хорошо будет смотреться именно как базовая для любых образов. Вы можете его сочетать и с джинсами, опять-таки, как вы видите, и с шортами, и с юбками. И хорошо именно оно будет как такая база, как основа ваших образов. Я решила еще раз примерить этот кардиган изумрудного цвета в таком комплекте с белым молочным топом, с кожаными шортами. Смотрится опять-таки классно, потому что все вещи базовые, но все вещи сделаны из идеальных тканей, идеального качества. Достаточно расслабленный образ такой получился. Повседневный, очень повседневный. Как раз таки вот эти верхний слой, этот верхний кардиган, который очень простит, очень простой. Единственное, что в нем очень интересный цвет, но в целом этот кардиган, он помогает упрощать эти кожаные штаны, и таким образом вы можете их носить в любых ситуациях, то есть эта вещь перестает быть какой-то акцентной, а она просто хорошо вписывается в ваш повседневный гардероб. Очередное платье от COS, как я говорила вам в прошлом своем обзоре, у этой марки очень красивые минималистичные платья, и мне они очень подходят по фасону. В принципе, они подходят достаточно многим, потому что это платье-рубашки, по сути, это такой универсальный формат платья, которое подходит под многие типы фигур. На мне платье-рубашка, здесь я застегнула, мне нравится, когда застегнут воротничок до самого верха, классические манжеты, классический рукав. Здесь идет планка с пуговицами до пояса и идет отрезная юбка. Отрезная юбка А-силуэта до колен длина при росте, чуть-чуть ниже колен, закрываю чуть-чуть колено, при росте 1,65 м. И что здесь самое интересное в этом платье, казалось бы, обычное черное платье, ничего особенного. Деталь, вставка, вот такая плессировка здесь сбоку. То есть здесь клин и вставлена плессированная деталь с двух сторон. То есть платье с изюминкой, не обычное черное платье-рубашка, а платье-рубашка с модной вставкой, потому что плессировка это тоже тренд, в таких форматах тренд. Единственное, к чему бы я здесь придралась, это длина этого платья. Как видите, я надела его с грубыми ботинками. Возможно, на более низкий рост было бы хорошо, но тогда здесь талия будет не на месте. Она, в принципе, и чуть-чуть занижена, то есть у меня талия здесь, а на платье талия обозначена вот этим отрезным элементом чуть ниже, то есть визуально, хорошо, что платье просто черное, оно визуально не занижает рост, но надо подумать, то есть я бы хотела, чтобы это платье было чуть-чуть подлиннее все-таки. Или, возможно, летом оно хорошо будет смотреться просто с босоножками, либо с такими же грубыми ботинками, но чтобы они доходили до колена, например, на шнуровке, и тогда это будет хорошо. Однозначно платье фаворит этого обзора. Крайне рекомендую тем, кто ищет черное платье, рубашку, но при этом платье достаточно сложного кроя, с интересными деталями. Про детали сейчас я вам расскажу, супер интересно, супер в восторге. Итак, само платье наверху достаточно классическое. Здесь идет воротничок, и дальше идет планка на пуговицах, которая закрыта, то есть вы пуговиц не видите снаружи. На манжетах то же самое, то есть здесь идет манжет на пуговице, но сам вариант пуговицы, он тоже закрыт планкой. Здесь идет накладной карман.
здесь, оно, в принципе, не так очевидно, то есть сразу не видно всех этих деталей, потому что оно черное, но потом, когда вы начинаете его рассматривать, вы видите, что оно очень интересное, и главное, что появляются асимметричные детали. Смотрите, здесь оно идет внизу, к низу, начинается от пояса, начинается расклешение, начинается плессировка. Здесь сбоку на пуговицах идет, то есть вы можете открыть это платье до пояса, здесь оно открывается с двух сторон. Далее, сами элементы вот этой плессировки, этих складок, они асимметричны по всему платью, то есть эта часть, она не симметрична этой части, что касается высоты начала плессировки. Также здесь очень интересная деталь, это вот эти полоски ткани, которые просто прикреплены и остаются в свободном полете, можно сказать. Очень напоминает мне юбку сиреневую, которая здесь тоже представлена, тоже плессированная, и тоже с такими деталями, которые вот просто висят. Итак, да, то есть мы видим, оно асимметричное, и сзади та складка, начало складки, сейчас я вам покажу, то есть вот представьте, что это сзади, вот эта складка, она где-то начинается повыше, где-то начинается пониже, что задает интересное настроение. Длина шикарная, здесь у меня вообще никаких претензий нет, длина по щиколотку, с этими ботинками тоже хорошо смотрится в этом случае. Ну, то есть из всех вещей, которые я сегодня посмотрела, я бы отметила это платье, и я бы отметила топ, базовый молочный топ. Это то, что прямо must have, то, что можно купить, и точно вы об этом не пожалеете. Все остальные вещи — это дело вкуса, то есть если вам нужно там заменить какие-то вещи вашего гардероба на новые, почему бы и нет, но вот эти две, которые я уже обозначила, они прямо стоят того, чтобы их приобрести, чтобы дополнить ими ваш гардероб. Друзья, как мы с вами уже, в принципе, привыкли к этому формату, все варианты, все номера артикулов вы найдете в описании к этому видео. Я все укажу цены укажу в описании к этому видео, то есть не в самом видео. Вещи доступны к заказу онлайн в России. Если они недоступны к заказу онлайн в России, а в Швейцарии, то я вам это тоже напишу в описании, и вы тогда сможете понять, насколько вещь доступна к покупке или нет. Я вас благодарю за ваше внимание. Надеюсь, вам этот обзор понравился. Пишите комментарии, какие бы вещи вы хотели бы еще увидеть в моих обзорах. Я обязательно постараюсь удовлетворить все ваши пожелания.